нужны периодически сниматься. Понимаете? Вот я снова вот сюда вот ставлю. И видите, изменилась вариация. Значит, практически в этой коробке смоделировано вещество, которое обладает свойствами живой материи. Это как, в общем-то, имитация модели живой клетки. Я у этой, в общем, модельной живой клетки изучаю и, в общем-то говоря, нахожу связь ее реакции с тем окружением, с которым она входит в общем в контакт. Какой уровень задач может решаться вообще по отношению, скажем, к произведениям живописи? Значит, по живописи, во-первых, можно сказать, какой уровень старения кристаллической решетки, какой химическими свойствами обладает. Вот эта картина создает более благотворное как бы излучение. Вот. Когда горит вот этот сигнализатор, он как раз соответствует тому, так сказать, условию, которое необходимо для человека. То есть вот от этой картины вы можете подкачаться, как бы, понимаете? Она создает стационарный, нормальный термодинамический фон. В то время как эта картина угнетающе действует, но это угнетающее, но с совершенно другой частотой, чем вот эта вот картина, понимаете? Интересно. А это, да, это очень чистый и очень, в общем-то говоря, активный, так сказать, ну, в лечебном смысле, как бы более совместимой картины. Очень интересно. Лена, я просил что-нибудь. Геннадий Александрович, ну я понимаю, конечно, что вот, так сказать, в наших условиях это все достаточно сложно, наверное, сделать. Но вот у нас есть к вам такой вопрос, такой оперативного свойства. Ведь вот перед нами стоят три вещи, принадлежащие Русскому музею, происходящие из его основного собрания. У нас есть такое суровое подозрение, что одна из этих вещей не то, за что себя выдает. То есть, скорее всего, это даже просто либо фальшивка, вот, либо подделка более позднего времени, либо одновременная вещь, но как-то пережившая какие-то потрясения. Вот в этом смысле как-то вы можете быть нам полезны? Может быть, да, в общем, нужно сделать экспертную запись излучения этой вещи. И потом надо сделать экспертную запись эталоном. Значит, я делаю анализ, вот скажем, этой эталонной какой-то вещи, а далее делаю анализ вот этой вещи. Он дает возможность сказать, что если в этом портрете сохраняется как бы на генетическом уровне дух мастера, энергетический заряд. Энергетический заряд, там микроструктура, и этот заряд обладает вот такими-то свойствами, то он отсутствует, скажем, вот в этой вещи. Это здесь есть вот вещи, понимаете, они по разной степени, разная градация, что ли, их приближения к подлинности. Поэтому хотелось бы, если это возможно, как-то вот одновременно анализировать все три. Но, чтобы не быть голословно, я сейчас подключаю прибор, и вы посмотрите. Очень хорошо, очень интересно, все очень нужно. Частота зажигания. Да. И некие пропуски. То есть, если бы мы писали на самопись, мы бы увидели, что здесь какое-то количество импульсов, а потом пропуск. Так, а если мы переставим прибор? Теперь я переставлю вот этот прибор, скажем, вот это. Но, кстати, у меня такое ощущение визуально, что они довольно близки. Они близки, да. Вот в данном случае, да. Близки. Да. А если мы переставим прибор к этому, скажем, произведению, вот, они действительно близки по частоте колебания. Хотя здесь пропусков больше, так сказать. А это совершенно разные. Да. Здесь другой режим. Тут периодически появляется изменение спектра. Но, во всяком случае, и факт мигания совершенно другой. А если тогда еще вот к следующему, к горячему Это да. Это другой.
совершенно другие характеристики. Совершенно другие характеристики. Совершенно другие характеристики. Так что если мы принимаем в качестве эталона этот образец, Да. то мы уже предварительно можем сделать заключение, что вот тот образец не обладает вот этими свойствами. Более того, Ну, этот отличен от этого. Да, этот несколько отличен, но все равно и этот портрет, он уже имеет, ну, несколько другую текстуру. Могу вам сказать со всей Да. определенностью, Да. что это несомненно эталонная Да. вещь. Эта вещь вполне может быть Да. копией, кругом, так сказать, и так далее. А вот эта это вещь, по нашим да. данным. А это Это- несомненная фальшивка. Вы меня извините, так сказать, вещь, Да, которая, да. скорее всего... И очень неорганизованный. Да. То есть вот Очень такой неорганизованный. устойчиво, Да. так сказать, устойчиво То есть зафиксированный этот творческой портрет энергии здесь не нет. содержит тех элементов духа, который является Совершенно верно. То есть человек был озабочен в большой мере исключительно формой, да, Да. и проблемой, так сказать, формального воспроизведения. Произведения искусства, они чем важны? Вы понимаете, это очень сложный организм, можно сказать, биополе, биоэнергия, а проще говоря, живая энергетическая какая-то субстанция, которая она просто материализуется художником, он как бы ее фиксирует. То, что когда зритель затем соприкасается, допустим, с полотном, то он получает всю эту информацию, всю полноту этой информации. И вот все эти части, все это живая как бы энергия, она начинает, если зритель открыт, она начинает в него входить. Существует очень важный момент. Как только мы вошли в это поле, оно начинает нас захватывать и начинает гармонизировать все наши отношения. Мы уже начинаем быть частью того, что там существует. И когда мы выходим оттуда, мы выходим именно исцеленными тогда, когда это в нас входит. Вы понимаете, все эти энергии, все эти мысли, они вошли тогда в нас, когда человек максимально открылся, когда он открыл всего себя, все свои окна и двери, чтобы соединиться с этим. Тогда затрагиваются все меридианы, все структуры. Человек открывается. Но как это происходит, знает об этом только один Бог. Искусство действительно универсальнейшая вещь. И через нее можно, через искусство, влить в человека, инвольтацию сделать любой совершенно энергии, от самой темной до самой светлой. Говорят, искра Божья, да, есть, когда сам автор, сам творец не понимает, откуда у него все это взялось. Он не может потом рассказать, почему он сочинил эту мелодию, или почему он сочинил именно такое вот стихотворение. И в данном случае, вы говорите, что происходит с психикой. Сам автор не понимает, что происходит с его психикой. И это область тайны. Какими механизмами вызываются у нас эмоции, почему именно такие, а не иные эмоции, это не можем понять. Вот берем консонансное звучание мажора. Это еще неуверенности, так сказать, такой праздничности и веселости, как сказать, веселости, да. А если мы возьмем, это грусть, это печаль, это что-то похоронное сразу возникает. Мы изменили всего только одну ноту в середине этого трезвучия, а сразу мгновенно изменилась его окраска. Почему? Почему именно так откликается человеческая душа, психика на такое, казалось бы, не очень значительное изменение. Но это, опять же, к области тайны мы сейчас рассуждаем, касаемся тайны. Во многих музеях хранятся ценнейшие реликвии великих людей, с которыми общались в своей жизни. Мы анализируем различные участки пространства, на которые воздействует излучение духа, хранящегося в структуре материи, в кожаных складках, пальто Антона Павловича Чехова. Сейчас мы находимся примерно на уровне, соответствующий сердечному органу. Здесь мы сместились на уровень, соответствующий правому легкому. Далее
перемещая прибор, мы где-то в районе солнечного сплетения отмечаем постепенное уменьшение частоты. Это свидетельствует о том, что пальто в себе объективно содержит определенный активный источник излучения, исследуя который мы для музея можем выполнить некоторые экспертные заключения.